Скоро старт горнила, а значит все начнут свой путь самурая с самого начала и будут играть до момента, пока фляга не свистнет. Ну, то есть, как обычно, 5 дней подряд, без сна, ну, вот, как мы любим. Но для комфортного старта и маппинга нужны дешевые полезные уники, ну и бутылка хорошего вина. И вот с униками я готов помочь. Главная их особенность, что они дешевые на старте лиги, а не как диадема, которая к середине лиги стоит 10 хаусов, что вроде копейки. Но в начале лиги по стоимости как один поход к стоматологу, то есть где-то бесконечно денег. Эти итемы помогут как выйти на карты, так и дойти до Т16 карт, а в некоторых случаях даже до эндгейма. В основном это предметы 60 плюс левела, а не для актов, потому что в актовых вещах закрывать Т16, ну это соизмеримо с зимним облизыванием качелей. Для удобства я посортировал вещи по билдам, хаус билды, атак билды, каст билды, ну и так далее. Короче, смотреть в тайм-коды. И не забывай записывать интересующие тебя уники для стартового билда, чтобы не забыть об этом через полчаса. Думаю, что разнообразные кастеры это самое популярное, на чем стартуют в пое. И начну с Fire билдов, потому что Ignite билды это один из моих любимых архетипов билдов вообще в поешечке. Первый итем это шлем решимость Гримнора. Отличный шлем, который стоит примерно 1 хаус на протяжении вообще всей лиги. Дает довольно много армора, хп, урона от огня и практически иммун к заморозке, что очень полезно на белых и желтых картах, пока не будет достаточно валюты, чтобы наролить баночки. К шлему обязательно нужно оружие, тут опаляющее касание, посох, который дает абсурдно много урона за свою стоимость, отлично подходит для Ignite билдов через касты. Волна осуждения, Flame Blast или Armageddon Brand или билды, которые придумаете вы. Единственный минус, не подходит для Explosive Arrow, ну потому что кидать посох нельзя, к сожалению. Ну и остальных билдов, которые поджигают не через Fire скиллы, типа Vortex или цепь молнии через Ignite. Ну и кольцо, метка покорности, в которое можно засунуть проклятие, а Ignite билды очень сильно скелятся от проклятий, ибо пробивание не работает на Ignite, а вот снизить резисты можно всего за 1 хаус. Это кольцо подходит, конечно же, не только для Ignite билдов, а вообще всем билдам в пое. Белые и желтые карты пробегаются с ним вообще по кайфу. Билды через урон молнией. Сингулярность, оружие, название которого идеально его описывает, потому что оно реально неповторимое. Если у вас билд через молнию, то лучше, чем сингулярность, найти будет очень сложно, даже в эндгейме. Оно подходит на самом деле не только билдам через молнию. Главный прикол, что уже через пару дней лиги эта палка стоит, 1 хаус примерно, а дает дэмэджа как хорошие жезлы за десятки дивайнов. Но если вам хочется побегать с посохом, то Огнерод Запада. Посох, который можно использовать хоть в эндгейме. До получения посоха на трипл дэмэдж это будет лучшим, что вы найдете. А с учетом сколько стоит трипла в начале лиги, то еще недельку будете бегать с Огнегрода. Знак Валака. Кольцо, которое дает много урона на лайтнинг билды через криты, либо набор шанса шока. В принципе, все, что нужно от кольца, много дэмэджа. Это лучшее кольцо по урону до момента крафтовых колец. На билды через холод найти уники сложно, потому что зачастую крафтовые вещи будут лучше, но дрожь таренная, хоть и довольно редкий посох, но он не популярнее, чем здоровый образ жизни, поэтому стоит копейки уже через пару дней лиги, но дает при этом довольно большие бонусы урона. Да, это был единственный колдовый итем, далее просто итемы для магов, которые подойдут вообще всем стихиям. Лапа Цербера, это труднодоставаемый брелок и при этом никому не нужный, хоть и дает довольно много дефенса с правильным щитом и дает дохера урона, но за счет своей труднодоставаемости в первые дни стоит гораздо больше, чем 1 Си. И вторая проблема этой палки, что все-таки правильный щит стоит очень дорого. Виртуозность Малигара. Благодаря этим перчам можно игнорировать набор множителя крита, а на старте лиги множитель собирать довольно дорого, поэтому для крит билдов за пару хаусов самое то. Будь то Арк, Айспир, Фаербол, может даже Кокер какой-то, или Спарк, или любой другой критовый билд. И причем работает это не только на чары, а и на атак билды тоже работают. Циклонеры вперед! Звериная шкура. Отличная тушка для кастеров через энергощит, типа Vortex оккультистки. Дает около 400 энергощита и урона, при этом даже за 6-линк придется отвалить не так уж и много валюты, даже меньше, чем за такую же рарную версию. Первые итемы будут для физ-мили билдов. Вы, конечно, можете подумать, что я под кислотой, но нет. По правде говоря, я сейчас под мифид. Я сейчас, правда, вижу потенциал в мили-физ билдах на старте лиги. Это не рофл. В стартовых билдах я все объясню.
Но после милифиз билдов покажу итемы для остальных атак билдов, будь то лучники или элементальные атакеры. Ладно, к предметам. Несущий дождь. На старте лиги стоит целых 5 хаусов, но будьте уверены, его хватит до самого эндгейма, хотя даже там он не будет просаживаться по урону, при этом можно игнорировать поиск шестилинка и вкинуть появляющуюся валюту в оружие помощней. Я недавно играл на ХК на милишнике, и поверьте мне, этот итем просто имба за свою стоимость. В добавку к этому шлему можно взять и подписаться на мой канал, вон там внизу, да. Ну и взять оружие кровожадность Хизмана, 400 плюс физ ДПС за 1С, плюс отсутствие проблем с маной. А на стартовых персонажах проблемы с маной это дефолт. Так что будет время решать другие проблемы. Например, можно вылечить твой алкоголизм. Но если вас по какой-то причине выпустили из дурки и вам захотелось поиграть на дуалах, то есть мощь Ахны. Отличный одноручный меч, который имеет больше 300 ДПС. Кучу множителя крита, немного шанса крита. Минус только в том, что нельзя набирать заряды ярости и требует довольно много силы. Но если вы решили поиграть с одноручными мечами, то силой у вас проблем не будет. Про таких, как вы, говорят, сила есть, ума не надо. А далее будут не физ билды, а рандомные атакующие билды. Продуманный штурм. Лучшие ботинки для старта на любого рейдера через боевой раш и форму призрака. Куча уклонений, немножко хп, передвижение, иммун к состояниям, который с подклассом рейдерки добрать до 100% будет вообще изи. Конечно, это касается не только мили рейдерки. Тот же Toxic Rain, Spark, Caustic, замечательные варианты для старта лиги, так и для эндгейма. Хотя Spark это, конечно, прикол на уровне FastF, но у этого билда также есть право на жизнь. Тени и прах. Перчатки, которые подойдут как для милишников, так и для лучников. Дают много критов, как шанса, так и множителя. Также буйство, которое очень помогает на белых картах. Плюс снова же какой-то сустейн маны. Единственный минус, что не дает хп и резисты. Поэтому для лучников подойдет больше. Но это минус почти всех уникальных предметов в игре. Они либо не дают хп, либо не дают резисты, либо не дают ни хера. Белый ветер. Очень дамажный кинжал для колд атак мили билдов. На ум приходит только фростблейды, или удар стихии через холод, или шальной удар. Но для этих билдов, в общем, реально сильный кинжал за 1С. Терминус Эст. Это легенда в мире мечей. Подходит как для конверта урона в холод через перчатки, скорбхрим атаки, просто для фистинга. Очень люблю разнообразные хаус-билды, тут я намешал в кучу все, но думаю, разобраться в этом несложно. Алилопатия. Сильный уник для хаус-дот-билдов на первое время, про который все тупо забыли. Ну, собственно, как и про хаус-дот-билды, в принципе, все тупо забыли. Это халявный пятилинк, Блайт 22 левела, которого хватит до красных карт с головой. Чего уж мелочиться, в принципе, этих перчаток без шестилинка хватит для любого босса даже на Т16 картах. Даже гвардов убивать можно, если у вас есть пару лишних часов. Трость познания — лучший посох на хаус-дот билды, который спокойно можно юзать даже на эндгейм боссах. Дает плюс 2 к глобал хаус скиллов, поэтому шестилинк можно найти в тушке, что сильно сэкономит валюту при варианте покупки карабченного шестилинка. Но если по религиозным причинам или по каким-то другим причинам с вашей головой вы не можете использовать посох на хаус-дот билде, то можно взять дыхание совета, которое дает очень много хаус урона и стоит всего 1С. Его плюс, что можно использовать щит в другой руке, ну больше плюсов у него нет, трость познания будет лучше. И для любителей яда у меня также есть приколы. Колобок повесился. Ха. Подаяние парии. Очень сильный щит для ядовитых билдов, который дает кучу урона и довольно много дефенса. Всего за хауса. Крайне рекомендую. Вот это вот аниме. Также небольшим бонусом могу сказать про щит Паук-Волк. Он подходит только для одного билда, это банки. Но для банок на старте это прям must have, потому что совсем не нужно набирать точность. Это экономит больше 7 поинтов в дереве и выключает ауру точность. Благодаря чему можно подключить, например, живучесть и получить немного выживания, которое на маппинге понадобится, чтобы взять левел быстрее без смертей. Изничтожение. Да, этот жезл в первые дни что-то достоит, в отличие от других вещей, перечисленных выше, но уже через пару дней это 2-3 хауса, а урона хватит на всю игру. Думаю, о нем и говорить не стоит, жезл очень хайповый и так. Бальзамировщики. Перчи со встроенным линком отлично подходят на билды через банки, пока нет шестилинка, или на любой другой poison билд, особенно через poison атак билды, коих сейчас очень мало. Но в принципе и к тому же Blade Blast'у нормально заходит, просто не так идеально. До покупки шестилинка отличная затычка за одну алхимку.
Я не фанат приспешников, но люди любят играть на них не просто так. Они же конченые. Вот и думайте, кто конченые, приспешники или фанаты такого геймплея. Мощи святых, это посох для скелетов, зомби, СРС, вообще всех, стоит 0. Дает +2, кучу урона, еще сверху бонусы в зависимости от приспешников. Думаю, это лучшее оружие, которое вы найдете на старте лиги для ваших скелетов, зомби, СРС и других дебилов. Вырыватель душ, билдообразующий уник, с которым весело проехаться по мобам. Линковать 6 линк не нужно, от этого становится гораздо дешевле. Этот посох именно для билда через фантомы, но фантомы очень даже сильные сейчас. Царский указ, скорее левелинг штука, но для старта лиги может быть отличной затычкой до желтых карт, теряет свою актуальность с покупкой мощи святых. Конец осаде. На старте лиги у приспешников до хера хп, даже по дефолту, поэтому если какие-то СРС или скелеты, то можно взять этот пояс, который просто добавит немного урона. Матуа Тапуна, это и так хайповый популярный щит, но стоит о нем напомнить. Дает усиление эффекта аур для приспешников, тем самым повышая их и урон, и выживаемость. Но люди часто просто используют рарные щиты для собственной защиты. Да, это очень странный раздел, но просто вариаций билдов очень много, от атак билдов до разнообразных кастеров или хаос билдов, поэтому так будет проще. Но тут всего пару итемов, не волнуйтесь. Поход греха, много уклонения, энергощита и передвижения, популярные ботинки и популярные они не просто так, стоимость 1C, полезность не описать. Неусыпная опека, очень много уклонения и энергощита, отличная стартовая броня для билдов через плута на гибридном дефенсе через уклонение и энергощит. ED или Toxic Rain или еще какой-то любой другой билд, хз, их много, там SST, их реально много билдов, которые подходят к этой тушке. Она стоит всего 1C в однолинке, за 6 линк, правда, придется отвалить небольшую кучу валюты. Также у этого итема есть очень неплохая копия, которая по какой-то причине стоит даже дешевле, чем оригинал. Метка Малахая, это хорошие дешевые перчатки, которые дают сустейн хп и энергощита, и всевозможные заряды, ярости, энергии и выносливости. Отлично сочетается с поинтом плута на длительность зарядов и вашим лайком под этим видео. И немного итемов, которые подойдут на любой билд, независимо от их стиля атаки, гендера и даже если они анимешники. Осколки снов, это одно из моих любимых и часто используемых колец на early game. Дает иммун к заморозке, кучу колдреза, максимум маны и регена маны, который, кстати, не стоит игнорировать. Он позволяет чуть ли не отказаться от банки на ману на многих билдах. Крайне рекомендую это кольцо для старта лиги, тем более оно уже в первый день ничего не стоит. Сердце зимы, также люблю этот амулет, потому что за одну алхимку позволяет закрыть потребность в Cold Resist, при этом дает до 70 хп и немного статов. Супер полезная штука, стоит ничего. Затаенное дыхание, попсовый пояс, но тем не менее лучший пояс для энергощит билдов, которые ныне не очень в моде, но это не делает их говном. Дает много энергощита, его перезарядки и даже немного урона. Отвага Даресса, щит, который начинает набирать свою популярность, особенно у англоязычной аудитории, потому что дает 100% шанс блока при небольших вложениях, что позволяет довольно долго жить. Отлично работает на боссах, так как при блоке первой атаки следующую вы заблокируете 100%. Привет, слаймшейпера. Но, как я уже говорил, щит реально набирает популярность и на старте лиги может что-то достоить, потому что люди, скорее всего, будут придумывать билды с ним в этой лиге. Шлем Джоффри, это такой себе Gold Dream на максималках, который дает еще хаос рис. Хаус рез. Итем такой себе, если проблема закрыть резисты, то может подойти. При переходе на желтые карты желательно его будет уже заменить. Наследие Ахна. Халявные +2 к максимуму резов, если нет заряда выносливости, а если их не брать, то их и не будет. А 2% это довольно много, особенно в начале. Закрытая спина. Колчан для лучников, который дает блок. Да, странная штука, но у лучников обычно на старте лиги с урона с избытком. Но 1500 хп не дает возможность нормально качать левел. Этот колчан должен хоть немножко с этим помочь. Раскаяние львиного глаза. Король щитов, который дает до 200 хп. Это больше, чем любой другой щит в игре. И много брони. Думаю, аргументов для этого щита хватит, как и итема в принципе хватит. Конечно, есть еще огромное количество полезных уников, про которые я забыл или просто не знал. Не зря их в игре примерно 1 миллион. Так что, если ты знаешь еще какие-то приколдесы для старта лиги, то можешь написать,
эти уники, ну и желательно билды, которые хорошо подходят этим уникам. Я, может быть, сделаю вторую часть к следующей лиге. И не забывай, что делать билд полностью на униках очень сложно и очень тупо, потому что уники часто либо не дают хп, либо не дают резисты, либо не дают нужные статы. Так что пользуйся ними с умом и желательно не делать в билде больше 2 уников, ну максимум 3. А так, спасибо за просмотр, спасибо за лайк, надеюсь ты его поставил, если нет, то я приду к тебе без табулы. И главное, спасибо за донат, особенно Ланчу и Великой Печеньке Судьбы за поддержку в феврале-марте, в которой я немножко, стагнировал, но теперь я готов, так что удачи вам, а главное мира в городе. Sky.